Вот так выглядела орхидея 29 октября. И многие, кто не увлечен орхидеями, наверное, бы опустили руки и выкинули бы эту орхидею в мусорку. Но я попросил эту орхидею забрать себе домой, и сегодня 16 февраля, и орхидея это выглядит так. Чудеса, скажете вы? Нет, скажу я вам, и комплекс мер и благоприятные условия содержания – вот залог восстановления таких орхидей. Конечно, не всегда все получается, но в этот раз все получилось. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Вот в таком состоянии орхидея попала ко мне в руки 29 октября прошлого года. Состояние, конечно, ужасное. Листик уже еле-еле держится. Как видите, он поражен какой-то бактериалкой или вирусом, или еще каким-то заболеванием, которое трудно определить в домашних условиях без лаборатории. Но я сразу же взял листик алоэ. Отрежу сейчас небольшой кусочек, но перед этим обязательно срежу вот эти вот иголочки, которые находятся у листочка по краям. Почему, я не знаю, но существует такое мнение, что вот эти вот иголочки при прокалывании листочков могут им там чем-то навредить. Поэтому, ну, может быть, это и предрассудки, но не будем испытывать судьбу, просто их обрежем. И отрежу себе сейчас вот такой небольшой кусочек. И этим кусочком сейчас попробую смазать все, к чему смогу добраться. Листик этот, к сожалению, придется удалить. Почему удалить? Потому что сейчас я вам постараюсь его вот поближе показать. Смотрите, он полностью уже поражен. Я максимально низко его постарался срезать. Надеюсь, что в ствол туда эта болячка не пошла. И сейчас алоэм немножко вот так вот придавлю, чтобы сок лучше выступил. И соком алоэ постараюсь смазать не только место среза, и стволик, и даже корешки, которые вы вот сейчас видите. Не часто алоэ я использую как лекарство, больше все-таки я его использую для профилактики или для стимуляции наращивания корешков, а иногда после обработки даже выходят и цветоносы. Ну, а сегодня после обработки алоэ я обязательно еще пролью эту посадку фитодоктором и триходермином. У меня сегодня, к сожалению, нет заготовленного маточного раствора, и чтобы не затягивать видео, я это сделаю не на камеру, а через 2 недели я подробно расскажу вам, как я, вернее не расскажу, а покажу, как я обрабатываю, и обязательно в этом видео вы увидите, как будет обрабатываться триходермином и фитодоктором. Вот так вот стали темно-зеленые корешочки от алоэ, то есть они пропитались, и я очень сильно надеюсь, что они остановят болезнь дальше, и растение пойдет на поправку. Ну, а я беру паузу на несколько дней, и увидимся уже тогда, когда начнут расти новые листочки. И что и как я делал с ней дальше, вы обязательно все увидите. А я беру паузу на несколько дней. Продолжаем реанимацию вот этой малышки, которая осталась вообще без листьев. И я вижу перспективу, что начинает проклевываться вроде бы как новый листочек. И сегодня даже вне зависимости от того, что немножко вот корешочек еще здесь
темно-зеленый, я хочу провести обработку все тем же фитодоктором и триходермином. Итак, я вот такая у меня есть ложечка, которой я постоянно пользуюсь. Значит, я возьму этого препарата по 2 грамма по инструкции. Ну, фитодоктор рекомендует брать не 2, а более, но я привык так работать, у меня это работает на орхидеях, и поэтому я буду брать по 2 грамма. И теперь наша задача, чтобы бактерии и грибок, фитодоктор и триходермин заработал. Для этого разводим в теплой воде примерно 25-30 градусов. И нам придется подождать, ну, хотя бы 30-40 минут, это как минимум, а лучше час, для того, чтобы эти бактерии ожили и начали действовать в растворе. Раствор, как я уже сказал, я доведу до литра, так как я взял по 2 грамма. И мы обработаем сегодня нашу реанимашку. Итак, прошло 40 минут времени. Я время от времени вот так вот перемешивал наш лечебный, так скажем, раствор. И теперь можно добавить до литра. Как раз угадал. Да, кстати, я хочу немножко добавить мха, верхнюю часть, поэтому мох я тоже замочу в этом растворе. Ну и непосредственно нашу подопечную. Вот так вот, и оставлю ее на 40 минут. Так что пауза 40 минут. Прошло 40 минут. Забыл свет включить. И давайте посмотрим. Вот такого темно-зеленого цвета стали корешки. Я думаю, что живые бактерии быстро начнут помогать растению восстановиться, нарастить листик, раскуклить корешки. Так, и как я уже говорил, значит, я замочил мох. И, наверное, сейчас я сделаю следующим образом. Немножко уберу вот так вот коры. Возьму замоченный мох. Хорошо его отожму. Так, наверное, это будет много. Наверное, половины хватит. И вот таким вот образом по краю стаканчика уложу мох. Так, сейчас, секундочку. Я вам сейчас
хочу показать результат, который получится. Почему я так делаю сам холм? Я хочу, чтобы все корешки начали работать. Вы помните, да, верхний корешок как торчал вверх. И вот именно таким способом сейчас я его укрою мхом и заставлю этот корешок работать на восстановление орхидеи. Вот так вот получилось. Давайте я вам покажу. Все, ждем роста нового листочка, корешков и быстрейшего ее восстановления. И вот прошло 3 месяца с момента, как орхидея попала ко мне в руки, и смотрите, каких 2 прекрасных листочка она уже нарастила. Мне очень хочется сегодня показать вам это видео, но я все-таки переборю себя и все-таки дождусь, когда эта орхидея даст 3-й листочек. И тогда уже в заключительном видео обязательно вам все покажу. Но а за эти 3 месяца, кроме того, что, как я вам показывал, обработки были фитодоктором и триходермином, 2 раза я обрабатывал по листу препаратом, НПК которого 30-10-10. 30 азота, 10 калия и 10 фосфора. Обработка проходила по листу. И ждем 3-го листочка, и тогда уже будет заключительное видео. Беру паузу. Сегодня 16 февраля, и как вы видите, у нашей орхидейки появился 3-й замечательный листочек. Я в этот период с последнего видео еще раз делал обработку с НПК 30-10-10. И давайте... Уже сегодня, конечно, я не выдержу. И как я обещал вам, выложу это видео. Значит, смотрите, в посадке уже пошли такие зеленые водоросли. Корешочки уже практически не просматриваются. И ситуация с корешками, конечно, меня немножко напрягает. Напрягает в том смысле, что я вижу только те старые корешки. Можете перекрутить видео, посмотреть. Вначале они, конечно, были позеленее, их лучше было видно, так как не было водорослей. И новых как бы кончиков растущих корешков я не вижу. И именно вот эта ситуация меня немножко напрягает. Напрягает в плане того, что листочки растут хорошо, но нужны и корешочки. И сегодня, ну может быть, сегодня-завтра я сделаю обработку этого растения, этой орхидейки по листу. Обработку сделаю удобрением, у которой НПК будет. А сейчас я секундочку вам покажу. И НПК будет 13, 5, 26. То есть азота 13. Дальше у нас идет П, это фосфор, его 5, и К, это у нас идет калий 26. Почему именно этим? Потому что калий у нас работает на корни и на здоровье орхидеи. То есть, в общем, мы видим, что орхидея у нас... Листочки развиваются, корешки нет, и поэтому мы должны направить наши усилия теперь на наращивание корневой.
Конечно же, если вы захотите и у вас будут пожелания там через месяц, два, три, я обязательно сделаю видео еще про эту орхидею дальше. Но сегодня, конечно же, я не выдержу и, конечно же, выложу видео на канале. Итак, подбивая итоги нашего восстановления этой орхидеи, давайте вспомним. Первое, что мы сделали, это у нас была обработка алоэ. Затем каждых 2-3 недели обязательно была обработка именно посадки фитодоктором и триходермином. Это такие живые бактерии и грибки, кто не знает. Кто на канале давно знает, что я уже постоянно пользуюсь двумя этими биопрепаратами. Затем один раз, по-моему, в декабре и раз в январе, может быть даже и третий раз, была обработка удобрением с НПК 30-10-10. И сегодня, может быть завтра, я сделаю обработку с НПК 13, сколько там мы смотрели только что, 13, 5, 26, где 26 больше всего это будет калий. И остается мне теперь вам рассказать про условия содержания. Это было, световой день был не менее 12 часов, а то и все 14-15. Температура, в которой эта орхидея находилась, была 22-25 градусов Цельсия. И влажность в помещении не падала ниже 45%. Ну вот, пожалуй, и все на сегодняшний день. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Напишите, как вы восстанавливаете свои орхидеи, пользуетесь ли вы алоэ, пользуетесь ли какими-то другими препаратами. Мне будет очень интересно, а также будет интересно и другим зрителям, которые будут читать эти комментарии. Ну, а на сегодня, пожалуй, и все. Надеюсь, что мы с вами встретимся и дальше на канале Орхидеи дома. Ну, всем пока!